Друзья, приветствую всех, это «Система». Продолжаем детально разбирать и анализировать наиболее важные события и текущие тренды. Сегодня поговорим с известным российским оппозиционным политиком, поговорим в частности о последствиях контрнаступления для России. Буквально прибьют ли генералы своего верховного главнокомандующего. Поговорим о роли Пекина, скажет ли он наконец свое весомое слово Москве. И как повлияет вступление в НАТО Украины на окончание войны. Я с удовольствием представляю моего сегодняшнего собеседника Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день и всем тем, кто вам, и всем тем, кто с нами в эфире. Мы с вами действительно в преддверии каких-то очень ярких событий, о них много говорят, и говорю о ближайшем контрнаступлении. Ваш прогноз, как вы считаете, как будут развиваться это событие, какой сценарий? Почему? Потому что, действительно, армии нагнали, я имею в виду российские войска нагнали, наверное, всю оставшуюся технику, поскребли по сусекам, из музеев собрали. Но тут больше, наверное, еще психологический аспект. В каком моральном состоянии пребывают войска, их там около 400 тысяч. Не посыпется ли фронт? Сложно сказать. Давайте так, я как реалист буду говорить вещи не всегда, может быть, приятные. Я был недавно на Рижской конференции, и там было много людей, которые только приехали из России, у которых родственники там оказались в той или иной степени взяты в армию, отправлены в армию, находятся на территории Украины. Они говорят, что немножко улучшилось положение в армии. Нет такого ощущения безнадеги. Видимо, эта стабилизация фронта, отсутствие активных боевых действий, за исключением Бахмута, где ад, как сами боевики утверждают, наши эти различные вагнеровские и прочее, то, видимо, эта стабилизация фронта, улучшение снабжения армии, финансово, платежи, которые осуществляются сейчас тем военнослужащим, которые призваны, они немного подняли боевой дух. Моральный дух. Может, не боевой, но моральный. И, как мне сказали, все-таки ситуация в армии улучшилась с точки зрения снабжения, амуниции, медицины и так далее и тому подобное. То есть Путин сумел все-таки, несмотря на коррумпированность и гнилость всей системы административно-командной, он все-таки сумел как-то что-то сделать. Это правда на сегодняшний день, или на вчерашний, наверное, день. Почему? Потому что, может быть, там войска сейчас содержат лучше, но техники серьезной какой-то боевой дать не может. И то, что сейчас, я вчера слышал цифру от украинских экспертов, что там 369 тысяч на фронте, для меня эта цифра, честно говоря, она меня удивила. Я, честно говоря, думал, что это меньше. Думал, 200-250 я оценивал нахождение армии на территории Украины. Но 369 это вообще, конечно, большая группировка, которую, в общем-то, со счетов не спишешь. 400 тысяч это серьезно. Но я что хочу сказать. Это не должно смущать и пугать украинские вооруженные силы. Они намного лучше готовы. У них есть поддержка всего мира. Да, там есть некоторые проблемы, там где-то недосогласовали вопрос по боеприпасам, где-то что-то пока еще не пришло, где-то еще. Но ведь война не закончится контрнаступлением. Вернее, не контрнаступление, это уже будет наступление. Это уже будет оформление перелома в войне. Она же не закончена, она продолжится еще дальше. Но невозможно одним ударом опрокинуть 400-тысячную группировку. Правильно? Поэтому сейчас, мне кажется, не нужно тут сильно комплексовать по этому поводу. Должен быть нанесен, на мой взгляд, и он будет нанесен, серьезный наступательный удар. На определенных участках фронта украинские вооруженные силы перейдут в решительное наступление. Это, безусловно, потрясет армию, это потрясет общество, это нанесет моральный психологический удар, серьезнейший. И в первую очередь главным, элементом, который посыпется, на мой взгляд, являются путинские эти когорты в Кремле, в правительстве и так далее. Те элиты, на которых он опирается, его же собственные элиты, которые он вырастил за счет кормления при ограблении страны, этой коррупционного ограбления страны. Конечно, этого ждет весь мир. Мы прекрасно понимаем. Весь мир ждет почему? Они хотят убедиться, что помощь Украине, которая оказывается, она эффективна. Она может принести победу, она не приведет к затяжной войне, и в этом направлении надо продолжать и как можно активнее. Геннадий Владимирович,
Да. Я вот один уточняющий. Вот вы сказали по поводу окружения Путина. А какие последствия действительно в случае, хотя я уверен, что успешное наступление будет точно, какие последствия для кремлевского руководства? Но ведь многие говорят, что после Харьковского наступления, ну, так называемые башни Кремля немного зашатались. Да? Что в этом случае будет? Ну, про какой-то внутренний путч вы много раз комментировали, говорили, что это невозможно. То есть что может произойти? Опять перетасуют генералов? Что будет? Не, вот никаких башен Кремля сейчас не существует. Это вот миф, который там с каких-то годов идет, когда они еще были. Что такое башни Кремля? Это разные мнения больших групп людей при Путине. Сейчас там никаких разных мнений нет, сейчас идет грызня. Это банк с пауками. Вот по большому счету. Поэтому там есть одна партия войны, как я все время говорю в Думе, и есть одна партия войны в Кремле. Те, которые сейчас доминируют, они захватили власть. Что касается вот этого морально-психологического удара, он вызовет растерянность и панику в путинском окружении. И желание от Путина избавиться. Еще больше. Оно и так присутствует. Оно и так присутствует во весь рост. Мы же слышим с вами итоги перехватов, итоги разговоров. Я сам давно утверждаю, что элиты в значительной степени Путина ненавидят. Это не преувеличение. Вот. И он это прекрасно понимает. Поэтому вот такой удар наступательный, он опрокинет всякие надежды. Вот что сейчас удерживает элита вокруг Путина? Чтобы вы понимали, на мой взгляд, опять-таки, говорю свою точку зрения, ту, которая формируется в результате какой-то информации, которая поступает ко мне из различных каналов, их удерживает неопределенность на фронте. Их удерживает вот эта надежда на русский авось, а авось как-то рассосется, авось обойдется, авось там не будет ничего. А вдруг там Путин все-таки всех пересидит, перехитрит, перетерпит, и вдруг он заключит какое-то там соглашение, а мы вдруг дернулись, попытались его там что-то сделать, и вот сами себя подставили. Вот это их удерживает сейчас от решительных шагов. Я это прекрасно понимаю, потому что, ну, на самом деле, подвергнуть свою жизнь, реальную жизнь риску, выступить там против Путина или там плести против него заговор, это смерти подобно в прямом смысле этого слова. И это сдерживается вот этим вот выжиданием. Ну, типа фронт стабилизировался, даже там наши под Бахмутом этим наступают, даже еще какие-то есть наступательные порывы, мобилизационный ресурс есть, стоят там 300, как вы говорите, 70 тысяч войск в Украине, даже с учетом уже понесенных потерь, попробуйте их перемолоть там за короткое время, да, это 400 тысяч. Это большая армия. Вот. И, ну, чтобы вы понимали, самая большая армия была до войны у Бундесвера, это 195 тысяч. А тут вдвое больше стоит. Вот. И еще там есть мобилизационный ресурс, еще там закрученные гайки, еще там закрытые границы, еще, так сказать, там ужесточены законы, чтобы люди либо на 9 лет в тюрьму шли, либо на фронт. Тоже, в общем-то, альтернативы тяжелые. Поэтому Путин рассчитывает на то, что вот этим ресурсом он удержит это все. И пока еще есть какие-то иллюзии у определенной части элит. Они Путина ненавидят, но они еще не готовы к решительным действиям. Вот наступление, оно может подтолкнуть к дальнейшему обострению отношений внутри Кремля. Совершенно точно. Совершенно точно. А если это наступление будет успешным и сокрушительным, то, конечно, там колебания усилятся в десятки раз. Вот что, собственно говоря. Геннадий Владимирович. Я хотел украинцев успокоить. Есть версия, что, ну, одна из версий, что по факту российские генералы, не все, готовят определенный саботаж. То есть они, понимая, опять-таки, не все, реальную ситуацию на фронте, все, о чем вы говорите, да, то есть бесперспективность вообще всего этого, они, не имея возможности донести своему верховному правителю бункерному правду, то есть фактически пытаются сейчас вот устроить эту мясорубку для того, чтобы, ну, все стало понятно. Активность, как бы ответственность коллективная, у него будет персональная. Вы в эту версию верите? Ну, я не очень. У меня другая версия на эту тему. Даже если генералы понимают, что это будет поражение, они не могут этого не понимать. Невозможно воевать со всем миром. Потому что сейчас, давайте по-честному, руками Украины воюет весь мир. Я имею в виду, вся вот эта коалиция западная, конечно, она представляет основное средство войны, ведения войны. И в этом смысле ресурсы неисчерпаемые, неограниченные. Я думаю, что сейчас перед генералом другая альтернатива. Кто будет отвечать за поражение? Путин или генерал?
Если генерал, это означает их арест, задержание, отстранение, уголовные дела, несвободу, смерть. Возможно. Они это не могут не понимать. Путин на себя ответственность брать не захочет. Он скажет, я был великий кормчий, вождь всех времен и народов, я не мог ошибаться, это генералы меня обманули, они не умеют воевать, они разворовали армию, накажите их. И вот в этом конфликте, это объективный конфликт, который нас ждет в ближайшем будущем, в этом конфликте мы пока не знаем, кто победит. Может и Путин, если первым нанесет удар. А может и генералы, которые скажут, нет, мы больше не будем мальчики для битья, мы не хотим терять своей жизни, свободу, капиталы, семьи и так далее, мы будем, значит, не знаю, там, свергнем Путина, отстраним его от власти. В этом мы увидим, по какому сценарию пойдет этот путь, по какому сценарию пойдет развитие событий. Но я о чем хотел сказать, я хочу успокоить немного украинцев. Запад не остановится, потому что даже если это наступление не будет, может быть, тем, чем мы от него ждем, Запад будет понимать, что нужно усилить помощь. Потому что сейчас идет война не Украины с Россией, а идет война диктатур и демократии. И если демократия не побеждает, то последствия будут катастрофическими. Они будут катастрофическими для всего мира. И для того, чтобы потом эти катастрофические последствия преодолеть, потребуются ресурсы в десятки, многие раз больше, чем сейчас необходимо для победы Украины. И я надеюсь, что лидеры это понимают это политики, понимают это военные. Не просто так Столтенберг прилетал последние, так сказать, неделю в Киев для того, чтобы убедиться, что идет правильная подготовка к наступлению, выявить планы, сверить карты, как говорится, и так далее и тому подобное. Все прекрасно понимают, что это война мировой демократии против мировой диктатуры. И именно поэтому я считаю, что Запад обязан будет додавливать эту ситуацию до победного конца, а просто другого выхода нет. Другого выхода. Давайте еще один сценарий. Как вы считаете, на что способен Путин в случае, если действительно фронт посыпется, и поражение будет очевидно? Что это за шаг? Мы не знаем. И сейчас невозможно это предугадать. Возможно, это будет разборка с генералами. Возможно, будет обострение такое вверху, что его, так сказать, там отстранят от власти. Мы не знаем, но то, что там сейчас напряженное, тревожное, истерическое ожидание, совершенно точно. Вот я вас как раз об этом тоже хотел уточнить. Я внимательно смотрю за информационным полем российским, и знаете, вот ощущение, что по сути информационное контрнаступление уже же ведь идет, потому что мы видим всю эту суету. Я буквально на днях увидел в эфире одного российского пропагандистского канала Якова Кедми, известного персонажа, и он там разрывается, кричит, что не будет никакого наступления. Вы понимаете, что нас просто всех разводят, потому что это все они уже 2 месяца качают эту ситуацию, что будет наступление, тем самым нас сдерживают, сдерживают наше наступление, потому что они без авиации, там без достаточных сил ПВО никакого наступления не будет. То есть засуетились. Как вы считаете, это признак все-таки или нет? Да там признаков-то тысячи. Там тысячи признаков, начиная там из отхода бизнеса от Путина. Мы же помним с вами, пусть там уже немножко давно, кажется сейчас по современному темпу развития событий, давно состоялось заседание Российского совета промышленников и предпринимателей, клуб, в который рвались самые крутые бизнесмены России. Они встречались с Путиным, был съезд, и Путин туда приезжал. Так вот, накануне этого съезда там многие вышли из этого союза, потому что, сказали, что мы больше не занимаемся бизнесом, пусть там другие, пусть более молодые, пусть более энергичные. Но крупнейшие капиталисты вышли из состава РСПП, и они не встречались с Путиным. Там много признаков раскола, там много признаков тревожных ожиданий, много признаков этой нарастающей истерии, поскольку мы видим даже это по истерическому тону пропагандистских каналов. Но сейчас, еще раз говорю, что я тоже еще в первой части говорил в нашей беседе, что есть еще ожидание, что все как-то пронесет, тучи развеются. И такие ожидания еще есть вылет. Они еще и пока чего-то ждут, и это ожидание тревожное, оно со всех сторон, и они пока еще не готовы к решительным действиям. Путин же боится не НАТО, Путин боится своих.
Он в первую очередь боится своих. Он понимает, что свои в случае начала поражения будут совсем к нему нелояльны. Или они будут вынашивать какие-то такие планы, чтобы он исчез. Он же тоже понимает. Он может, там не понимает мозгами чего-то уже, потому что не в адеквате дедушка находится. Но он какой-то вот каким-то пятым чувством должен это понимать. Вот, как бы, так сказать, ощущение опасности у него должно быть. Оно у него развито. Он очень подозрительный, он очень боится, так сказать, всех. Мы же видим, как он там с кем встречается. Даже послам издалека помахал, чтобы они его там не заразили, не отравили. Но уж я там не говорю про эту смешную историю с экскрементами. Говорят, что там Да, но это гадит в чемодан якобы. Вот. Поэтому я думаю, что или там какие-то двойники, историю про этих двойников, которые там, по всей вероятности, действительно существуют. Я все больше и больше склоняюсь к этой мысли. Вот. Поэтому видимо, что он действительно очень сильно переживает за свою безопасность, свою судьбу. И вот это тоже истерика. Это тоже как, вот вы сказали про адекватность. А как вы считаете, вот где вот это, ну скажем, грань этой адекватности? Потому что, с одной стороны, на кону будут территории, которые он захватил, в том числе в 2014 году, с другой стороны, будут тысячи потерь, возможно, больше, огромные. Вот где эта грань, за которой он скажет, да, все, я ухожу или я отступаю? Вот это есть? Он никогда не скажет, он не может уйти. Вы должны понимать, что он никогда не скажет, я ухожу. Потому что он связывает обладание властью и обладание жизнью. И сохранение жизни в одной единой целой. Он никогда этого не скажет. Он будет как Гитлер, находясь уже под ударами бомб и снарядов, когда бункер сотрясался от ударов бомб и снаряд, он будет в этот момент говорить, что все хорошо, все идет по плану, все нормально, мы все равно победим. И ни другого выхода нет. Он сам себя загнал в этот угол, вот о котором он нам так рассказывал, как в детстве он какую-то увидел крысу, которую загнали в угол, она вот там бросилась. И вот он сейчас, я не знаю, может быть, это произвело на такое впечатление, знаете, есть какая-то там предопределенность мышления, когда на человека производит что-то очень сильное впечатление, он хочет от него избавиться, но все равно он волей-неволей повторяет этот сюжет. Вполне возможно, что Путин под влиянием этого сюжета вот все время избегал этого угла, и тем не менее он сам себя туда загнал. Он точно похож на крысу, находящуюся в углу. Совершенно точно. Вот недавний разговор Зеленского с Си Цзиньпином многие эксперты восприняли как, возможно, попытку Китая предотвратить контрнаступление. Что, мол, смотрите, как сразу начали динамично развиваться события. То есть поговорили лидеры двух стран, согласовали, что 4 пункта где-то они там согласны, по 3 продолжают. Украина направляет посла, Китай отправляет спецпредставителя. У вас нет ощущения, что действительно идет такая попытка, как в боксе, знаете, завязаться? Вот. А с другой стороны, может быть, Китай просто понимает, что в этой ситуации роль миротворца лучше, чем ходить под подозрением того, что тайно сотрудничаешь с русскими и поставляешь им оружие? Я думаю, вторая версия. Китай определился, он не будет поддерживать Путина, потому что Путин проиграл. Путин взял слишком большой вес на грудь, как говорится, и не может его оттолкнуть. И этот вес его и задушит. Вот поэтому совершенно очевидно, что Китай принял решение не ссориться с мировым сообществом, посотрудничать, поддерживать. И действительно он сейчас предлагает определенный план. Действительно его роль выглядит сейчас миротворческой. И я думаю, что этим самым он набирает, как бы так сказать, очки, особенно на фоне визита европейского визита фон дер Ляйена, Урсулы фон дер Ляйен из Еврокомиссии, главы Еврокомиссии, и французского президента Макрона, который предложил серьезное экономическое расширение, серьезное расширение экономических отношений и серьезные контракты, но, правда, с 2025 года они будут готовиться 23-24 год Китаю, как бы интегрировать его еще глубже в европейское сотрудничество. Поэтому вполне возможно, что Китай принял такое решение. То, что звонок состоялся, это очень хорошо. Я много раз призывал дипломатию Украины усилить активность на китайском направлении. Слава богу, что все состоялось. Это хороший признак. Я думаю, что Китай играет роль цивилизованной страны, которая пытается предложить свой миролюбивый план мира, но не пытается затормозить неизбежный ход событий в Украине, на фронтах Украины.
Я не думаю, что они хотят остановить контрнаступление. Скорее всего, они просто понимают, что оно неизбежно, и оно принесет успех. Как вы считаете, вот особенно об этом много говорили после визита Си в Москву, насколько влиятельной является позиция китайского лидера по отношению к Путину? Насколько он воспринимает его и слушает то, что ему говорит? Он обязан считаться с Си, потому что это единственный партнер торговый, это единственный партнер технологический, это единственный партнер, который поддержит его в ООН и так далее. То есть это вот то, что, собственно говоря, сейчас сдерживает, вернее, что заставляет Путина внимательно относиться к позиции Си Цзиньпиня и своего Китая. А другого у него нет. Посмотрите, там весь автопром сейчас китайский. Это я только беру самую такую, как говорится, видимую часть айсберга. А ведь там экономическое, я сейчас не беру военное, просто экономическое сотрудничество, куда нефть продавать, куда газ продавать, где получать машины, где получать лекарства, где получать станки, где... Вот Китай. Как он может сейчас, Путин, еще там обрезаться? Никак. Лидер Китая говорил о изменениях, которых не было за 100 лет. Но для Украины, наверное, одно из самых важных изменений – это ближайший саммит НАТО, на котором, возможно, будет какое-то движение по направлению к альянсу. Вот как вы считаете, станет ли Украина членом НАТО в ближайшей перспективе? Какова будет реакция России? Ведь, по сути, это же было одно из требований еще накануне войны, не вступление, и они постоянно долбят именно в эту точку. Но тут уже, по-моему, будет принципиальное решение, что без этого двигаться мы дальше не сможем. Вы недооцениваете, как бы так сказать, хода развития в будущем. То, что Украина станет членом НАТО, это понятно. Там вопрос еще встанет, с какой Россией? Я не считаю, что с Путиным кто-то должен заключать серьезные мирные соглашения. Без победы над путинизмом, без демократизации России никакого прочного мира не будет. И не имеет значения, вступит Украина или не вступит в НАТО. Наверное, имеет значение, но все равно зона риска, она останется. Потому что если, не дай бог, что-то случится, уже следующая война может быть ядерной. Поэтому после победы, военной победы Украины сейчас, идет речь о победе над путинизмом, чтобы процесс демократизации России помог сформировать в Европе прочный мир на многие-многие десятилетия, а может и столетия. Вот это вот тот путь, который сейчас мы обязаны, вернее, рассматривать как главный механизм прочного мира. Главный механизм установления новой европейской, как минимум, а еще и мировой архитектуры вот этой безопасности. Вот так вот нужно смотреть. Без победы над путинизмом война не закончится. Я имею в виду военную опасность и угрозы мира. Геннадий Владимирович, большое вам спасибо за ваши исчерпывающие ответы. Напомню нашим зрителям, Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, на связи со студией «Системы». Еще раз огромное спасибо вам. Взаимно, удачи, победы и берегитесь. Спасибо, всего доброго. Друзья, это «Система», я Александр Колодей. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, конечно же, оставляйте лайки. Всего доброго, увидимся.